что такое Usability Lab, можно ответить несколькими. С одной стороны, это просто компания, консалтинговая компания, которая занимается вопросами пользовательских интерфейсов. С другой стороны, на российском рынке, это признает сам рынок, это не мое даже мнение, то, что Usability Lab стало некоторым явлением, может быть, в моем лице, потому что, выйдя на этот рынок 5 лет назад, мы столкнулись с полным непониманием вопросов, интересов пользователей, и мы выглядели такими чудаками, которые предлагают вам юзабилити услуги. Нам говорили, что? Юзабилити что? Услуги? Очень смешно. Вот, поэтому мы стали активно продвигать саму культуру ориентации на клиента, на пользователя, и стали неожиданно для себя, честно, это не планировали делать, но стали такими маркетмейкерами. И теперь, когда мы выступаем на конференциях, меня представляют как человека, который наполнил слово юзабилити смыслом для аудитории. Здесь нельзя нас путать и смешивать с людьми, которые занимаются маркетинговыми исследованиями, потому что маркетологи в России, к сожалению, они по большей части социологи или от социологии идут. И они результаты своих исследований представляют в виде огромного количества диаграмм, и там ты не видишь потребителя, ты видишь свойства какой-то толпы, но понять, на ком ты должен сфокусироваться, ты не можешь. Наши исследования, хотя они по методам очень похожи, это могут быть интервью, фокус-группы, опросы, все это умеют делать маркетологи. Но наша цель – это увидеть набор базовых портретов. И портрет – это очень лаконичное описание целевого пользователя, потребителя, человека, которого мы хотим осчастливить. И в этом портрете есть как его соцдем, говоря жаргоном маркетологов, так в том числе и истории, ситуации, в которых он будет прибегать к использованию нашего продукта. И это восстанавливает контекст. Документ довольно легкий, хотя исследования массивные могут быть перед ним. Но легкость его гарантирует, что все участники команды его поймут и поймут однозначно. Можно действительно сделать юзабилити понятнее, если сравнить ее с дизайном. Вообще-то мы говорим о дизайне. Но в России слово «дизайн» оно закрепилось за людьми, которые ловко умеют работать в фотошопе, делают всякие неожиданные спецэффекты, способны стереть часы с руки и так далее. Но дизайн на самом деле, вот в истинном его понимании, это ведь решение проблемы. Если мы посмотримся к тому, как в английском языке используют слово «дизайн», то дизайн, само слово употребляется в связи с каким-то предназначением. То есть, когда говорят о дизайне вещи, то дальше за словом «дизайн» следует выражение ее назначения. И тогда можно сказать, что дизайн – это вообще-то решение задачи, решение проблемы. И тогда вы понимаете, что нельзя начинать разработку с того, что вы позвали дизайнера и сказали: нарисуй нам главную страницу, мы подумаем, хорошо или плохо ты нарисовал. Нет, вы должны понять и озвучить задачу. А чтобы ее понять, нельзя сидеть на кресле и выдумать ее. Нужно пойти к потребителю, посмотреть, как он живет, и понять, что ты хочешь изменить в его жизни, что ценного ты хочешь привнести, какие улучшения ты хочешь провести в его жизнь. Есть привычка копировать чужие решения. Эта привычка выглядит очень соблазнительной, потому что, например, вы только-только начинаете свой бизнес, но на рынке уже существует какая-то крупная компания, которая существует давно. Похоже, что все свои ошибки она уже совершила и всему научилась. Ее сайт, наверное, идеален, потому что в его разработку, как и во весь бизнес, вложено очень много денег. И тогда соблазнительно. Давайте просто все позаимствуем, то, что есть, и у нас, наверное, это получится. Но правда в жизни в том, что это не работает. И пример, который у меня довольно красноречивый есть в памяти, в 2009 году к нам обратился небольшой интернет-магазин. Обратились они с проблемой: нет продаж. Мы посмотрели на сайт и поняли, что это полная калька, точная калька с сайта Amazon. Ребята работают в России. Они скопировали Amazon, думая, что они тем самым копируют его успех. То есть цвета, общие решения интерфейсные, все в точности Amazon. Но, простите, они обратились к нам со словами «нет продаж». То есть это, по крайней мере, показывает, что на самом деле, возможно, сам дизайн Амазона не является панацеей. Он не является единственным источником успеха. То есть, возможно, в этом дизайне, более того, содержатся ошибки,
которые лояльные клиенты готовы прощать Амазону, но не готовы прощать молодому, неизвестному интернет-магазину. Поэтому нужно понимать, что user experience в этом смысле, вещь, выходящая за рамки юзабилити, это вещь целостная. Если вы смогли зажечь аудиторию, как Apple делает на своих презентациях, сформировать религию вокруг своего продукта, то эти люди будут пользоваться вашим продуктом, даже если он немного сырой, если в нем есть недоделанные вещи. И они ничего вам плохого об этом не скажут. Они будут скорее думать, это мы такие недотепы, мы не разобрались с ним. Но я показываю, что влияние на удовлетворенность потребителей продуктом, конечно же, имеет не только сама картинка, но и история, которая за всем этим бизнесом стоит. Ее нужно уметь создавать в этом смысле и понимать, как вызывать это доверие и создавать эту религию. Одной из серьезных проблем банков является язык, на котором они взаимодействуют со своими клиентами. С одной стороны, широким массам нужно рассказать, объяснить, что такое финансовые услуги. С другой стороны, банкам нужно впитать, как по-человечески разговаривать с клиентами. Я о чем говорю? Возьмите описание любого банковского продукта, кредита, например, и ты начинаешь в него вчитываться, он настолько насыщен трудными для понимания словами, что брать этот продукт довольно страшно. Вторая вещь, и от этого никуда, конечно, не деться, это вопросы безопасности. Потому что как только вы начинаете взаимодействовать с клиентом и даете ему доступ к его счетам, к возможности управлять своими деньгами, вы, конечно же, должны сделать эту коммуникацию безопасной. Но здесь банки никак не могут подобрать оптимальный уровень безопасности, потому что есть некоторый конфликт. Если у пользователя спросить, для тебя что важнее, безопасность или удобство, он, конечно, скажет, безопасность очень важна, потому что речь идет о моих деньгах. Но как только он начинает работать, и сталкивается с необходимостью выписывать себе одноразовые пароли, сессионные ключи и так далее, он злится ужасно. Потому что все это некоторые дистракторы в его деятельности. У пользователя, у человека есть намерение, которое он пытается реализовать. А все, что мешает ему в достижении, вызывает его бешенство. Поэтому он говорит, уберите это все. И действительно, если проанализировать деятельность пользователя, то можно заметить, что есть безопасные более-менее действия, где можно, собственно, требования к безопасности снизить. А есть необычные действия, которые не похожи на поведение пользователей. Может быть, это злоумышленник. И тогда накладывать какие-то специальные, ставить блоки и дополнительные проверки. Но этим намекаю на то, что система безопасности должна быть гибкой и адаптивной. Неправильное установление уровня безопасности может приводить к тому, что пользователи просто забывают эти пароли, теряют доступ к ним и как-то начинают свою жизнь вести без самого банка. Есть такой программист Джоэл Спольский, автор идеи коридорного тестирования. Смысл коридорного тестирования в том, что вы что-то спроектировали, что-то напрограммировали, потом выходите из офиса, ловите человека, бегущего по коридору, и говоришь ему, посмотри, у меня все ли хорошо. Мне кажется, что, несмотря на простоту самой процедуры, это очень опасное занятие, потому что ты можешь поймать человека, который по нужде бежит куда-то. И он не может сейчас, он не твой пользователь, он не понимает смысла продукта, он торопится, он невнимателен. Но он тебе скажет, перекрась зеленый в синий. И что ты должен доверять этому мнению? Но значительно лучше сделать прототип, даже еще не программировать, найти целевого пользователя и предложить ему решить потребности, которые есть у пользователя, при помощи вот этого решения, которое мы показываем. Одни сайты, они имеют, назовем их конверсионные. Конверсионные — это значит, что пользователь должен перейти из одного состояния в другое. Например, он был посетителем и теперь стал покупателем. Конверсионный означает также, что в сайте содержится некоторая цель, которую должен достичь пользователь. Эта цель соответствует задачам бизнеса. Это одна группа. Вторая группа сайтов – это сайты, которых можно было бы назвать средства массовой коммуникации, сайты развлечения. Там такой четкой цели нет. Люди приходят туда за впечатлениями, за информацией. И у этих двух классов сайтов есть разные KPI, разные показатели, по которым мы будем мерить. В одном случае это скорость, она должна быть быстрой. Время должно быть маленьким. Мы хотим, чтобы он не запутался, за минимальное количество кликов достиг до цели. А в случае вот с этими, условно говоря, развлекательными или сайтами, которые создают впечатление, скорость обратно имеет значение. Мы хотим, чтобы как дольше он был здесь. Итак, предположим, это сайт газеты, и вы смотрите на ее публикацию. Вы ее, когда прочитаете,
у вас закроется некоторая задача, и вы, скорее всего, покинете эту страницу или, может быть, не дай бог, покинете сайт. Поэтому сайт должен вам предложить в каком-то правильном месте почитать что-то еще, посмотреть видео и так далее, почитать комментарии. Где это разместить? Сверху, снизу. На самом деле, если материал короткий, то все равно. Ну, то есть, скорее снизу, потому что там вы закончите чтение. Но если он короткий, то вы точно до него дойдете. Если он слишком длинный, то есть редакция написала огромный труд, то, возможно, не все осилят много букв и на самом деле покинут страницу, не зная, что есть какие-то дополнительные материалы. Можно точно сказать, если в контенте есть изображение какое-либо, оно будет, безусловно, одарено вниманием пользователей. Еще одно место, куда они будут много смотреть, это навигационные элементы. Понятно почему, но это похоже на историю с дверью, да? Поскольку это интерактивные точки, на них нужно посмотреть, в нее нужно прицелиться, в нее нужно кликать, и более того, это же основной элемент перехода по сайту. Поэтому там, безусловно, внимание будет интенсивное, и поэтому, когда мы в 2008 году исследовали восприятие баннеров, мы даже высказали такое предложение, что одно из мест, куда баннер стоит помещать, это близко к областям навигации, потому что навигация интересна пользователю, она как инструмент ему интересна, и тогда больше вероятности, что его взгляд коснется баннера, что он не проигнорирует этот самый баннер. И здесь есть несколько правил. Одни из первых таких тепловых карт, именно и трекинговых, были получены как раз на результатах поисковых систем. Вот само слово «тепловая карта» — это метафора, это просто такой вид диаграммы, который вам показывает распределение чего-либо. Это может быть распределение взглядов, то есть как много точек фиксации было в том или иной области экрана. Это могут быть распределение кликов, куда пользователи кликали. И это может быть также и тепловая карта, показывающая движение мышкой. Это три разные немножко вещи, хотя и связаны между собой, потому что взгляд и мышка коррелируют их поведение, хотя нужно понимать, там есть существенное различие. Итак, построили тепловую карту, как люди читают результаты поиска. И получился некоторая фигура, которую назвали золотым треугольником. То есть верхний левый угол, в него смотрят наиболее часто. Дальше по строкам каждую следующую строку читают все меньше, 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 и в один момент это сходит на нет. То есть треугольник такой вдоль начала строк. И люди сразу начали неправильно, интернет-маркетологи сразу начали неправильно интерпретировать эту картинку, потому что появилось ощущение, что если ты поместишь все в левый верхний угол, то ты решишь все свои задачи. Поэтому то, что левый верхний угол, это на самом деле связано с тем, что контент сам по себе организован построчно. Вверху релевантные ссылки, внизу менее и менее и менее. Пользователи это понимают, их интерес снижается, потому что еще они ведь кликают в них и покидают страницу. Поэтому форма треугольника определена именно характером взаимодействия именно с этой страницей. Если говорить про сайты, порталы, то они все идут по пути упрощения. Неожиданным образом главная страница Yahoo, это один из крупнейших порталов в мире, вдруг стала помещаться в 1,5 экрана. А наши некоторые порталы сайтов СМИ это 4, 6, 5, 7 экранов. И понятно, что пользователь всего этого не смотрит. А сверху он видит только рожки до ножки и не уверен, что видит самое главное. И этот тренд, который я его так озвучил однажды в одном из своих выступлений, нужно сайт потрясти как ведро с картошкой. Если вы помните, в школьном курсе есть этот феномен, что если ты встряхнешь разнородные предметы, то наверх выйдут наиболее крупные, а вниз упадут мелкие. И в этом смысле портал, он должен выглядеть именно наверху крупные вовлекающие модули для не разогретого посетителя. Ниже они начинают мельчать, и плотность их становится больше. Это для человека со специальными интересами. То есть, условно говоря, это может быть и корпоративный сайт так оформлен. Наверху для клиентов, внизу для тех, кто, например, ищет работу. Ну, условно говоря, то есть нужно правильно расставить приоритеты. То есть этот тренд по упрощению порталов, он виден, он очень хорош, и могу тут что-то поискать. Вы не сразу закрываете страницу, говоря: ужас, ужас, я там потеряюсь совсем.